Так, закончили мы 23 ряд, в котором 12 столбиков без накида. Передние лапы до этого ряда вяжутся одинаково. То есть, неважно, левая или правая лапа. Так, в данный момент будем вязать левую лапу. 24 ряд. Значит, для левой лапы 24 ряд. 3 столбика без накида, прибавка 3 раза. И должно получиться 15 столбиков без накида. Соединяем одновоздушный. 1, 2, 3, прибавка. И сюда же еще один столбик. Итак, вяжем по кругу. Как я говорила, вот сюда вставьте наполнитель. 25 ряд. 4 столбика без накида, прибавка 3 раза. И в ряду должно получиться 18 столбиков без накида. Так, соединила одновоздушный. 1, 2, 3, 4, прибавка. Итак, вяжем по кругу. 26 ряд. 5 столбиков без накида, прибавка 3 раза. И в ряду должно быть 21 столбик без накида. Один. Пять. Прибавка. Итак, вяжем по кругу. 27 ряд. 6 столбиков без накида, прибавка 3 раза. И в ряду должно получиться 24 столбика без накида. Один. Шесть. Прибавка. Итак, до конца кругового ряда. 28 ряд. 7 столбиков без накида, прибавка 3 раза. И должно получиться 27 столбиков без накида. Один. Семь. Прибавка. Итак, вяжем до конца кругового ряда. 29 ряд. 8 столбиков без накида, прибавка 3 раза.
И в ряду должно получиться 30 столбиков без накида. 1, 8, прибавка. И так до конца кругового ряда. Далее 30, 31 и 32 ряд вяжем без изменения по 30 столбиков без накида в каждом ряду. Так, теперь будем вязать поворотными рядами, то есть в одну сторону и в другую. 33 ряд. Одну петлю пропускаем, соединяем, одна воздушная, 1, 2, 3, 4. Одна воздушная петля. 34 ряд. В четвертую петлю заходим. 1, 2, 3, 4. Должны провязать 20 столбиков без накида. 1, 2, 20. Одна воздушная петля. Повернулись. 35 ряд. В четвертую петлю заходим. 1, 2. Итак, в общей сложности мы должны провязать 18 столбиков без накида. Следующий ряд поворачиваемся, и будет 16, 14. Нужно вязать до тех пор, пока не останется 6 столбиков без накида. Итак, в 41 ряду 6 столбиков без накида. 42 ряд вяжем по кругу, и в нем должно получиться 30 столбиков без накида. Поскольку ряд последний, дальше мы вязать не будем, мы сразу можем провязать в отверстие столбик без накида. 1. Теперь в боковую часть. 2. Теперь, где пропустили одну петлю. 3. Опять в боковую часть. 4. Нитку оставьте для пришивания. Теперь свяжем 6 когтей для 2 передних лап. Опять оставляем нитку для сшивания. Провязываем 2 воздушные петли. Заходим в первую петлю. Два столбика без накида, то есть вяжем прибавку. Затем так затянули, одна воздушная петля, и провязываем 2 столбика без накида. Вставляем петлю,
Отрезаем нитку для пришивания. И точно так же вот этой частью нитки, то есть от угла, складываем и прошиваем. После того, как вы закончите левую лапу, так, берем маленькие когти, как я говорила, шов должен быть внизу, тогда будет коготь вроде как загнутый. Ну, вот так прикалываем и затем этими нитками пришиваем. Ну, кто может, приклеивайте, я пришиваю, так надежнее. После того, как пришьете когти, берете наполнитель и наполняете. Теперь будем вывязывать гребень на спину. Берем пряжу того же цвета, что и вязали головной гребень. У меня пряжа бирюзового цвета. В кольцо вывязываем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Так, устанавливаю маркерную нить. Так, соединяем. 1 воздушная. 1 столбик без накида. В следующую петлю прибавка. Так, второй. Опять 1 столбик без накида. В следующую петлю прибавка. Во втором ряду 6 столбиков без накида. Так, 1 петлю пропускаю. Вот под ней маркерная нить. Ну, захожу в следующую. Третий ряд. 2 столбика без накида. Прибавка 2 раза. Так, соединили. 1 воздушная. 1, 2, прибавка. Итак, вяжем до конца ряда. В третьем ряду 8 столбиков без накида. Так, 4-й ряд. 3 столбика без накида. 1,
2, 3, 4, прибавка. Итак, вяжем до конца ряда, и в этом ряду 10 столбиков без накида. Так, 5-й ряд. Соединяем. 1 воздушная. Нужно провязать 4 столбика без накида, прибавка. 1, 2, 3, 4, прибавка. Итак, вяжем до конца ряда, и в этом ряду 12 столбиков без накида. 6-й ряд. 5 столбиков без накида, прибавка 2 раза. И в 6-м ряду должно получиться 14 столбиков без накида. 1, 5, прибавка. И так до конца кругового ряда. 7-й ряд. 6 столбиков без накида, прибавка 2 раза. И в 7-м ряду должно получиться 16 столбиков без накида. 1, 6, прибавка. Итак, довязываем до конца ряда. 8-й ряд. 7 столбиков без накида, прибавка 2 раза. И в 8-м ряду должно получиться 18 столбиков без накида. 1, 7, прибавка. И так до конца ряда. Закончила 8-й ряд. Соединяю. И нитку отрезаем. Хвостик оставьте небольшой. И вытягиваем. Вот эту нитку из центра подтяните. Потом мы придадим форму. Это будет большой шип на спине.
Таких нужно изготовить 12 штук. Вот я взяла пакетик, подписала большие шипы. Вот у меня 12 шип. Что хочу сказать. Если вдруг получится так, что какие-то больше или меньше по размеру, ну вы их для начала подровняете, выровняете. Вы не переживайте, потому что мы будем их укладывать большой, потом поменьше, поменьше. Вот эти 12 штук мы потом с вами распределим. Так что никаких волнений. Ну, постарайтесь их подтянуть, чтобы примерно одной высоты были. Теперь вяжем средний шип. В кольцо 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Соединяем. 1 воздушная. И вяжем точно так же, как вязали большой шип. 1 столбик и затем прибавка. Но если под петлю, под всю не попадаете, можно за полую петлю прибавку сделать. И опять столбик без накида, прибавка. Во втором ряду 6 столбиков без накида. Третий ряд. 2 столбика без накида, прибавка 2 раза. Так, 1, 2, 'прибавка. И так до конца ряда. В третьем ряду 8 столбиков без накида. Четвертый ряд. 3 столбика без накида, прибавка 2 раза. И в этом ряду должно получиться 10 столбиков без накида. 1, 2, 3, 'прибавка. И так до конца ряда. Пятый ряд. 4 столбика без накида, прибавка 2 раза. И в пятом ряду должно получиться 12 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, прибавка.
И еще один раз. Точно так же провяжите. Шестой ряд. 5 столбиков без накида, прибавка 2 раза. И в этом ряду должно получиться 14 столбиков без накида. Так, 1. Пять. Прибавка. И так до конца ряда. Закончила я шестой ряд. И соединяю. И нитку тоже отрезаю. И вот таких шипов средних должно быть 8 штук. Теперь вяжем маленькие шипы в кольцо. Провязываем 4 столбика без накида. 2, 3, 4. Соединяем. 1 воздушная. 1 столбик. Под следующую петлю прибавка. И опять столбик без накида. Прибавка. Во втором ряду 6 столбиков без накида. Третий ряд. 2 столбика без накида, прибавка 2 раза. Два. Прибавка. И так до конца ряда. И в этом ряду будет 8 столбиков без накида. Четвертый ряд. 3 столбика без накида, прибавка 2 раза. И в четвертом ряду должно получиться 10 столбиков без накида. 1, 2, 3, прибавка. И так до конца ряда. Закончила я четвертый ряд. И соединяю. Это маленький шип. Значит, таких шипов надо связать 5. У 4 мы нитки отрезаем. Вот. 4. В пятом
нитку не отрезайте, потому что мы будем сшивать. Сначала пойдут маленькие, потом средние и затем большие. Вот в таком порядке будем сшивать. Ну, я вам еще покажу. Так, теперь мы должны собрать гребень. У нас 4 маленьких, на 5-м мы нитку не отрывали. И вот так средние, потом большие. Начинаем сшивать с маленьких. Если они у вас разного размера, вы сравните. Придайте форму, чтобы они пострее были. Значит, берем последний. Вот у нас последний столбик без накида. Значит, сюда крючок. Затем одну пропускаем в следующую и на обратной стороне. Вот, и провязываем столбик без накида. Соединяем. Так, вот этот хвост убрать туда. Так, и дальше соединяем. Вы посмотрите, как будет лучше, за всю петлю так, вот вся петля и на той стороне вся. Здесь можно обычными столбиками, можно крестиком. Вот сюда нужно, наверное, ввести крючок в последнюю. Вот. Один мы соединили. Дальше вы раскладываете по размеру, потому что я уверена, что совсем одинаковые все они не будут. И начинайте с меньшего переходить к большему. Какой тут маленький, можно посмотреть. Ну так, в принципе-то вроде все одинаковые. Хвосты убираем внутрь. Берем следующий шип. Вот у нас столбик последний. Одну петлю пропускаем. Заходим под следующую петлю. Этот хвост тоже потом берем. И вот в эту петлю заходим. Так, вытягиваем, протягиваем через эту. И провязываем столбик без накида. Так, и теперь вот эту петлю нужно затянуть вот этим хвостом. Так. Еще один провяжем. Вот. И теперь вот этот хвостик убираем.
И вот сюда обязательно нужно вот так. Так, сшили мы с вами 2 шипа. Давайте еще попробуем один. Берем следующий. Придаем форму. Вот эта часть нитки, она идет от начала. Вот ее прячем. А этот оставляем. Заходим сюда. Далее. Одну петлю пропускаем. Ну, как мы по кругу вяжем. Заходим в следующую. Вот сюда. Так. Зашли. И заходим в предыдущий столбик. Вот он. Вот так. Протянули через шип. И теперь вот через этот столбик у нас был, да? Подтянули основную нить. Провязали столбик без накида. Теперь вот эту петлю, видите, она слабая. Ее надо затянуть вот этим хвостом. Вот. Все. Еще один столбик провяжем. Так. Подтянули. И вот теперь эти хвосты все можно убрать. Так, если длинный, то можно и отрезать. Вот так и пришиваем. Значит, пришьете еще 2 маленьких, затем берете средние. Средние тоже придаем форму. Вот, чтобы они были поострее. Все так сделайте. Вот. И затем посмотрите, которые поменьше размером, то их к маленьким присоединяйте. А которые у вас получились побольше, в самый край. То есть, чтобы у вас шло по возрастающей. Маленькие, потом чуть побольше из этих, побольше, побольше, побольше. Затем точно так же с большими разберитесь. Тоже придайте форму, сравните. Которые из них поменьше прикрепляем к этим, к средним. И так по нарастающей. И все шипы связываем. Передние лапы пришиваются на стыке шеи и туловища. И 1, 2, 3. 3 ряда захватываете. Так. И с этой стороны проведете прямую и вот сюда крепите. После того, как соединили все шипы, нитку не отрезайте. Вот этот большой шип, он самый первый.
Вот сюда прикладываем, после головного шипа. И прикалываем булавкой. Сначала вы к хвосту последний шип приколите. Так. И затем уже растягиваете, раскладываете и прикалываете остальные. Вот. Так все шипы приколите. И затем вот этой ниткой отрежете, чтобы хватило. И пришьете. Теперь будем вязать крылья. Начнем вязать на номер меньше. Я, по крайней мере, так буду вязать. Вы поймете, почему. Итак, первый ряд. В кольцо амигуруми набираем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Так. Очень сильно кольцо пока не затягивайте. И, как всегда, вяжем по кругу. Я захожу вот в эту вертикальную петлю. Берем маркерную нить. Итак, в первом ряду 4 столбика без накида. Второй ряд. 3 столбика без накида, прибавка. И во втором ряду должно получиться 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4. Прибавка. Так, 1. И сюда же второй. Так, одну петлю пропускаем. Под ней маркерная нить. И заходим во вторую петлю. 4 столбика без накида, прибавка. Так, соединили. Воздушка. 1, 2, 3, 4. Прибавка. Дальше что делаем? Значит, хвостик затягиваем. Так. И его вытягиваем наружу. На лицевую сторону. Вот так. Теперь
Выворачиваем вот так. Для чего это сделано? Я буду сюда вставлять проволоку. Я ее обработала уже концы. Вот. И чтобы была форма, вот до самого конца нужно вставить проволоку. Если бы у нас этот хвостик остался внутри, то мы до конца проволоку бы не вставили. Даже если завяжем узел и обрежем, он все равно будет мешать. Ну, я решила сделать так. Потом эту нитку впоследствии можно будет спрятать. Далее 4, 5, 6, 7 и 8 ряд вяжем без изменения. 6 столбиков без накида в каждом ряду. Вязать этим же крючком я буду. Так, 9 ряд. Перешла на крючок, которым я все время вязала, 2,5 миллиметра. 9 ряд. 5 столбиков без накида, прибавка. И в 9 ряду должно получиться 7 столбиков без накида. Так, 1. 2. 3. 4. 5. И прибавка. Так, 1. И сюда 2. 10, 11, 12, 13 и 14 ряды вяжем без изменения по 7 столбиков без накида в каждом ряду. 15 ряд. 6 столбиков без накида, прибавка. И в 15 ряду должно получиться 8 столбиков без накида. Соединила. 1 воздушная, 1. 6. Прибавка. И вот под всю петлю 2 столбик. Значит, в 15 ряду 8 столбиков без накида. 16, 17, 18, 19 и 20 ряды вяжем по 8 столбиков без накида в каждом ряду. 21 ряд. 7 столбиков без накида, прибавка. И в 21 ряду должно получиться 9 столбиков без накида. 1. 7. Прибавка. 22, 23,
24, 25 и 26 вяжем без изменения по 9 столбиков без накида в каждом ряду. Что хотелось бы сказать. У кого нет такой проволоки, возьмите другую. Возьмите термоусадочные трубки. Вот у меня зеленая большого диаметра, а есть вот такие тонкие. Вставьте, возьмите зеленый цвет, отрежьте и запаяйте феном, чтобы здесь не прокололась. Она будет длиной примерно 40 сантиметров. И я не знаю, удержится или нет. Поэтому я беру проволоку. И в дополнение ко всему буду наполнять наполнителем еще. Ну, а вы смотрите сами, стоит ли вам проволоку вставлять или нет. Но я не буду рисковать, я вставлю. 27 ряд. 8 столбиков без накида, прибавка. И в 27 ряду должно получиться 10 столбиков без накида. 1, 8, прибавка. Так, 1. И сюда второй. 28, 29, 30, 31 и 32 ряд вяжем без изменения по 10 столбиков без накида в каждом ряду.